Right, so let's start. So I'm teaching at Stroker at the moment research called urban routine. В настоящее время я преподаю в институте Стрелка и занимаюсь исследованиями городской повседневной жизни. And is the idea that routine is more complex than what we think. И моя основная мысль состоит в том, что городская повседневность это гораздо более сложно, чем можно подумать на первый взгляд. And we were amazed how creative some of the situation can be in the city. And this situation that cannot be planned. И мы на самом деле всегда удивляемся, насколько творческой, насколько креативной могут быть решения каких-то повседневных ситуаций. Это никогда не является чем-то запланированным. It's very much a lesson or a reflection for designers is how can we design or plan complexity. И для дизайнеров, конечно, очень много поводов и возможностей подумать, как мы планируем эту комплексность. I'm going to start with a quote I really like from the American writer William Burroughs. Я позволю себе начать с цитаты Уильяма Берроуза, которого я очень люблю. Saying that the junk merchant doesn't sell his product to the consumer, he sells the consumer to his products. Вот, например, да, цитата. Старьевщик не продает товар покупателю, он скорее продает покупателю своему товару. And he does not improve and simplify his merchandise, he degrades and simplifies the client. Он не столько улучшает и продвигает свой продукт, сколько ухудшает и делает более простым своего клиента. And to make this link between the merchant and the designer, we can say that a junk project is an environment which degrades and simplifies the use. Если провести параллель между продавцом чего-то старого и некачественного и вот таким вот мерчендайзером, да, под старьем, под чем-то некачественным мы понимаем пространство, которое заставляет людей деградировать. So what's simple and what's complex? Что такое простое, что такое сложное? On the left might look a very simple form, and on the right a very complex form done by parametric design. Фотография слева и фотография справа – это изображение чего-то очень простого и чего-то, соответственно, очень сложного, сделанного с применением приемов параметрического дизайна. But in reality, it's much more difficult to have something on the left and on the right. But in reality, it's more difficult to have the chair on the left than the bench on the right. На самом деле, порой бывает в реальности сложнее поставить стул на картинке слева, чем скамейку на картинке справа. Because a loose chair is in a park is something that can be stolen, or that's at least how decision makers see it. Something that can be stolen, and therefore they always pick the bench. И поэтому, поскольку, например, стул это что-то, что можно совершенно спокойно украсть или как-то повредить, поэтому лица, принимающие решения, всегда дают предпочтение таким большим скамейкам. But then when you have this chair that you can move around, that you can combine, recombine, then you have amazing numbers of complex situations emerging. Но с другой стороны, когда у вас есть стулья, которые можно передвигать, составлять по-разному и так далее, у вас создается пространство для какой-то комплексности. Same with this, which is simple and which is complex. То же самое и здесь, да, что является простым, что является сложным. On the left it's Hyde Park, and Hyde Park is a very extremely super simple design. Слева это Гайд-парк, который отличается очень сверхпростым дизайном. But then you have so much interesting flexibility in the usage of this space. Но в то же время вы видите, насколько гибким является его использование. So what I'm interested in is this idea of how a simple design can create complex situations. Это пример того, как очень простой дизайн создает сложность ситуации. So very quickly, because I'll try to go quickly through this presentation. I'm going to try first to
explain this common mistake, which is simplification in design. Здесь я пробегусь достаточно быстро. Я начну с понимания вот этого упрощения, симплификации, которая является очень распространенной ошибкой. Then trying to define what's urban complexity. И затем я постараюсь определить, что такое комплексность городской среды. And how to communicate this complexity. И каким образом коммуницировать эту сложность. So why simplification is a common mistake? Итак, почему же упрощение является очень распространенной ошибкой? First, cities are very complex system made of interaction, flows and networks. Во-первых, города — это очень сложные системы, которые состоят из взаимодействий, потоков и сетей. And so we have very clever guys that are trying to model this kind of interaction, flows and networks within the city. Есть очень много умных ребят, которые все это моделируют. And on the other hand, also city is very much intangible in the way people use it. В то же время город является чем-то неосязаемым в плане того, как люди используют и ощущают его. And historically, the mistake was this oversimplification. Исторически самой большой ошибкой было переупрощение. And this old debate form follows function actually hides the real debate that function is always the weakest link in most projects. И давняя дискуссия на тему того, следует ли форма за функцией, на самом деле скрывает главный вопрос. Относительно функции как самой слабой связи. So there are a lot of reasons why we are simplifying in the design. First, complexity is difficult to implement. Есть много причин тому, почему мы упрощаем что-либо в городском дизайне. Во-первых, сложность очень сложна в обращении, в реализации. For example, why is a shopping mall much a model that decision makers love compared to a mixed-use environment? Например, почему шоппинг-центр, почему гипермаркет — это более привлекательная для лиц, принимающих решения, форма, чем пространство со смешанными функциями. Because it's much easier. You have one operator, one space, you put all your shopping in one place, and that's done. Да, потому что это гораздо более простая система. Есть один субъект, один оператор, одно пространство, куда вы помещаете все возможности для шопинга, и готово. If you have for mixed use to talk to every stakeholders of every building to try to coordinate the efforts, that's a nightmare. Если у вас пространство со смешанными функциями, тогда нужно отдельно разговаривать со всеми стейкхолдерами, координировать их интересы и усилия, и это, конечно, полный кошмар. So difficulty of implementation. The second reason is complexity is difficult to estimate, to give a value. Вторая причина, помимо сложности в создании и в упрощении, является то, что сложность гораздо сложнее оценить, чем какие-то простые, уже опробованные модели. So clients will always prefer tried and tested models. Поэтому клиенты всегда будут предпочитать проверенные модели с уже выясненными достоинствами и недостатками. And this goes down to a very simple example. I was the other day in Kurdistan for a project, residential project, a super basic project. Есть много примеров тому. Я, например, был однажды в Киргизии, где работал над проектом жилого комплекса, очень простым. So I was working with the client, and the site was 80% built. Я работал с клиентом, участок которого был на 80% уже застроен. And he was thinking that the environment is a bit, there was no soul to the environment. That's the client, and there was no spirit, no. И заказчик чувствовал, считал, что у этого пространства нет души, нету какого-то собственного климата, какой-то атмосферы. As an urban designer, for me the solution was, or the problem was very clear. There was no public space. Для меня, как для городского дизайнера,
была совершенно очевидная проблема. Не было общественных пространств. So, and then I found this empty plot, and I said to the clients, this is a perfect location for a nice garden, public space. You can have small-scale shops, and this could really animate your project. This is the level 0 of urbanism. И я нашел несколько пустых, незастроенных участков, на которых можно было бы совершенно спокойно разместить небольшие садики, какие-то местные сервисы, коммерцию и так далее, и сказал заказчику, вот это такой базовый нулевой уровень урбанизма, с помощью вот этих приемов можно было бы оживить место. So I was trying to find all these arguments to convince him, and then he suddenly said, he stopped me, and he said, this plot of land, I can sell it for $500,000. И я пытался найти кучу аргументов, чтобы убедить его, но он в какой-то момент остановил меня и сказал, знаешь, вот этот участок я мог бы продать за $500,000. And then you stuck in this situation where you're trying to give value to something like a public space, and then you have this $500,000 cash that he can sell the next day. And я оказался в той ситуации, что мне нужно было доказывать ценность чего-то не вполне материального под названием открытое общественное пространство, а на другой чаше весов лежали эти $500,000. So another reason for simplification is that too often it's about communication and politics driving projects, and this has an impact on how, because the more complex the project, the more difficult it is to communicate on it. Третья причина, почему происходит всегда упрощение, то что часто драйверами проектов являются политические какие-то процессы и процессы коммуникационные, а чем сложнее проект, тем сложнее выстраивать коммуникацию вокруг него. Another reason is that an urban project is a long project. It can take up to 10-15 years. Во-первых, городской проект всегда долгосрочный, это 10-15 лет. So sometimes you have great ideas at the beginning, and then at the end it's diluted. И часто все начинается с большой красивой идеи, а в конце все смазывается. And it's incredibly difficult to start with a great idea, complex idea, all the way up to implementation, because that's a 10 years period sometimes. И, конечно, очень сложно сохранять вот эту вот комплексность идеи вплоть до ее воплощения, которая может настать через 10-15 лет. And the last reason is that physical plans have it's much more easy for us to understand plans rather than complex things like patterns of interactions or social, all these invisible things that makes a place really interesting. Еще одна причина состоит в том, что физические наглядные планы просто в силу свойств человеческого восприятия более нам понятны и комфортны, чем вот эти вот образы, паттерны, схемы взаимодействий и какого-то социального поведения, которые на самом деле делают реальное место интересным. This criticism is not new. Christopher Alexander, that if you're interested in urbanism, I'm sure you know about him. A city is not a tree, very famous article. Это не новое критическое замечание. Еще Кристофер Александр, я думаю, что если вы интересуетесь урбанистикой, то вы наверняка слышали это имя и слышали название статьи «Город – это не дерево». And then you have this trend of pretending to be complex. Еще один тренд – это якобы комплексность. Это претензия на то, чтобы быть сложным. And this is not in reality a complex environment. То, что вы здесь видите, на самом деле не является сложным пространством. It's just an image. Это просто картинка. And so do complex tools create complex environments? Следующий вопрос. Можно ли создать сложную окружающую среду с помощью сложных инструментов? And you have a lot of very interesting people and studies, and this is just a short list of these very complex tools that help
or try to help to either analyze or design complex environments. И здесь, на этих двух слайдах, вы видели большое количество различных приемов и инструментов, которые были разработаны разными специалистами, либо для анализа пространства, либо для создания сложных средств. So, for example, this is space syntax, which is also very well known. I worked with them 10 years ago, and it was really fascinating for me. Вот это, например, инструмент под названием Space Syntax. Я работал с ним уже более 10 лет и нахожу это по-прежнему очень увлекательным. It analyzed the structure of a city. Это инструмент анализа пространственной структуры города. Then you have environmental design tools. Затем у вас есть инструменты средового дизайна. You have parametric designs. У вас есть инструменты параметрического дизайна. So all these complex things on the left, all these different interactions, it's all about just how louvers can follow the sun. Да, то есть вот все эти сложные схемы, это на самом деле просто некая формализация того, как жалюзи могут, вот эти вот подвижные элементы могут следовать за солнцем. So you can imagine if we had to modelize like a city or a public space and all the interaction within the public space with these kind of methods. И можно себе вообразить, как бы мы моделировали все процессы внутри городского пространства с помощью этих методов. So these tools actually are just design tools. They help to generate different options very quickly, for example, like massing models. Все эти инструменты, это, опять же, это лишь инструменты, они позволяют быстро генерировать различные варианты организации пространства. And this is, but they don't create a complex environment. This is a recent book by Lucy Bullivant, who is a very interesting writer on the future of master planning, and she chose almost the worst master plan ever. Но в то же время все эти инструменты, они сами по себе не создают сложных систем. Вот эта книжка посвящена будущему мастер-планирования, и ее автор выбрал, на мой взгляд, самый худший из всех существующих мастер-планов в качестве примера. It just looks complex, it looks cool. Он просто выглядит сложным и таким крутым. But it's not complex. Но на самом деле он не сложный, он очень поверхностный. Too often complex tools are governed by simple rules. Очень часто сложные пространства задаются очень простыми правилами. So you have a simple product. И поэтому у вас достаточно простой продукт. In reality, to produce something on the right, a design, there's a lot of a cognitive process, the brain process, to analyze all the different dimensions of an environment, and these are only on the left some aspect of it: spatial context, cultural context, existing context, spatial requirements, transport, accessibility. Нужно провести огромное количество такой мозговой когнитивной работы для того, чтобы учесть все аспекты комплексного городского пространства. Это будет и социальные аспекты, и архитектурные, и транспортные, и какие угодно еще. And so the role of the urban designers is to go from left to right. Но работа городского дизайнера состоит в том, чтобы перейти от схемы слева к финальному конкретному пространству справа. And yes, it's compromised. Yes, it's partial. Yes, it's subjective. Yes, it's limited. Yes, it can be naive, but it's okay sometimes. И в этом процессе, конечно, этот процесс, конечно, может быть чем-то скомпрометирован, он может быть неполным, он может быть субъективным, ограниченным и даже наивным, но это не значит, что финальный результат будет плох. I think there is this fantasy of being able to measure everything, to analyze everything, but at the end, most of the time, it doesn't create complex environments. Мне кажется, что есть некое мнение, некая фантазия того, что можно все измерить, учесть, спроектировать, но конечный результат все равно не будет комплексным.
And especially true in any projects, you always squeeze the analysis part. The design part is very much squeezed. In an ideal case, you would have perhaps 50% for analysis, design and production. Здесь вы можете посмотреть, да, какой разрыв присутствует. Обычно элемент анализа очень сильно сжимается в реальности по сравнению с тем, как это должно было бы быть. Да, то есть если идеальный вариант 25% анализа, 25% дизайна, 50% продакшена и коммуникации, в реальности картинка совсем другая. Yes, it's a different situation. The projects which are being built that you can see, they actually have a very limited amount of time of analysis. К сожалению, большинство проектов, которые вы реально видите вокруг себя, они, как правило, в процессе производства очень мало времени уделяется, собственно говоря, анализу. So I think for me, one of the most interesting aspects of all these complex tools is not to generate design automatically. И для меня самым интересным аспектом городского дизайна является то, что мы не должны производить этот дизайн автоматически. It's to provide data to designers. А нужно предоставлять данные дизайнерам. And I've done a lot of projects around the world, and I think one thing which is striking in Russia is the lack of data. Я занимался огромным количеством проектов по всему миру, и для меня, что является особенно поразительным в России, это недостаток данных. Things are working in silos, data are kept by municipality, by the government, they are totally non-transparent, and this is a really major problem in any project in Russia. Очень много данных хранится в закрытых фактически информационных ресурсах, очень много отдельных данных держится муниципалитетами, госструктурами, другими стейкхолдерами, и все это очень непрозрачно. And this cannot be done at the level of a project. It has to be done at the level of the city. The city has to invest to provide more data, because in a project you're always being squeezed. The analysis time is always being squeezed. So it's really the duty of the city to have this data, to generate this data and to share it. И предоставлять эти данные открытые, получать к ним доступ нужно не в масштабе одного проекта, потому что всегда будет ограничено время, затрачиваемое на сбор информации или ее анализ, а на уровне города. То есть именно городские структуры должны заниматься поставкой необходимой информации. And this will really provide the biggest change in Russian cityscapes. Я считаю, что именно это может стать самой главной переменой в городском пространстве российских городов. Okay, so going back to, so my points were simplification is the common mistake, and there's millions of reasons why we simplify as designers. Complex. Итак, еще раз. Да, подведу итог промежуточный. У нас происходит это упрощение, и оно происходит по множеству причин. Second is that complex tools don't create complex environments. Второй пункт. Сложные инструменты не приводят к созданию сложных пространств. It's not about trying to analyze, model perfectly the environment. Речь идет не о том, чтобы проанализировать или смоделировать идеальное сложное пространство. It's about getting the right data. Речь идет скорее о том, чтобы достать нужную информацию. And then it's the designer, the planner, and the design team that can produce a complex environment. И потом с помощью этой информации уже дизайнеры будут работать над созданием чего-то, какого-то проекта. So what's just so this I will be quite quick because I'm aware of the time. I'm just going to highlight a few ideas of what can be concretely the urban complexity. Здесь я кратко, поскольку понимаю, что у нас уже не так много времени, освещу несколько примеров сложности. So first, why are we talking about complexity? Во-первых, почему мы вообще говорим про это? It's because a complex environment is made of different parts connected to each other, which creates
the notion of emergence. Что такое сложное пространство, да? Сложные системы? Это системы, которые состоят из множества взаимосвязанных элементов, и эти взаимосвязи порождают эмерджентные свойства, то есть такие свойства, которые невыводимы из just explaining what emergent properties are. То есть свойства, которые невыводимы из характеристик элементов. And this is interesting because a place, an urban environment is successful if it can provide this emergence, this situation of emergence. It's more flexible, it's more interesting, it's more rich. И успешное городское пространство – это такое пространство, которое может породить вот эту вот эмерджентность, эту сложность, богатство, возможность взаимодействовать с ним разными способами. So this could be a definition of urban complexity. It's not complex tool, it's not parametric design, it's just an environment which consists of many different and connected parts, resulting in the emergence of multitude of user experience. Именно так я бы определил сложность городских объектов, не следствие использования сложных инструментов или большого количества данных при дизайне, а скорее именно то, что оно состоит из нескольких элементов, которые обеспечивают разнообразие пользовательского опыта. So in an environment like this, you can be sure that nothing's going to happen. Вот в таком пространстве, как это, вы можете быть 100% уверены, что ничего не будет происходить. Maybe a traffic accident, but nothing's going to happen. It's a simple environment. Ну, может, произойдет, конечно, дорожно-транспортное происшествие, но это самое интересное, что здесь вообще может произойти. And so there was a project to transform this place, the waterfront of Paris, into a pedestrian zone. И был проект разработан по трансформации вот этой территории, это набережная Парижа, в пешеходную зону. One amazing characteristic that created, I think, a very interesting environment, complex environment. One constraint to the development is that it's a flooded area. So, одной интереснейшей характеристикой, которая, собственно, и привела к созданию такого необычного городского пространства, является то, что эта территория затопляемая. So they had to find everything had to be temporary and removable. Поэтому все, что нужно было делать, должно было быть временным и легко разбираемым и снимаемым. And this created an amazing situation where they had this multitude of small objects in this space. Поэтому это привело к такой необычной ситуации, когда в конкретном ограниченном пространстве есть множество маленьких элементов. And also another constraint is that the road could be turned back into a street in the future. И вторым ограничением являлся тот факт, что вот это пространство пешеходное в дальнейшем оно могло превратиться обратно в дорогу, в улицу. So rather than one complex design, very permanent, they had to be super temporary. То есть вместо того, чтобы проектировать что-то комплексное, но долгосрочное, нужно было придумать какие-то очень временные решения. And it's amazing the power of simple things. И на самом деле власть каких-то простых решений, она поразительна. Like you draw some simple lines on the running lanes, and people start to run. И вы можете просто прочертить беговые дорожки на асфальте, и люди начнут бегать. So this is a very interesting and also some very creative solutions were proposed. For example, on the right here you have these boxes that you can rent. Было предложено огромное количество очень творческих решений. Вот, например, здесь справа вот эти вот боксы, да, их можно было, например, арендовать. So these guys here have some nice meal, so they bring everything, the food, and they rent this box and the table next to it.
Вот, например, здесь люди собираются за столом, они приносят с собой еду, они просто снимают на время вот это вот пространство со столиком. But because it's part of a system where you have a lot of different things happening, like those two girls, they are looking at something happening on the other side. И за счет того, что присутствует в этом пространстве множество элементов, то есть вот, например, эти две девушки смотрят, как где-то что-то еще происходит. You can imagine the emergence of a situation. Something might happen between those two group of people. Вы можете себе представить огромное количество возможных взаимодействий между разными группами, которые вместе что-то делают. And that's how you have complex environments. When you have these situations where people connect. Вот это и создает сложную ситуацию, сложную среду, которая объединяет людей. So, and you have very different small-scale interventions, but it's the sum of it and the interconnectivity of it which create this whole very successful complex environment of interaction. Таким образом, у вас, по сути, есть набор очень простых и небольших интервенций, но именно их сумма и те взаимодействия, которые возникают между ними, создают очень успешное и привлекательное и комплексное пространство. So I'm suggesting I'm suggesting a way of creating or forcing this, or fighting against simplification. How can you enforce the complexity? I think, yeah. Я могу предложить такой способ борьбы с упрощением и в то же время создания, да, какого-то стимулирования сложности. You have to look at these different aspects. Users. Вы должны смотреть на следующие аспекты. Во-первых, это пользователи пространства. Stakeholders, spaces. Стейкхолдеры, то есть люди, которые имеют какие-то интересы в этом пространстве. Temporalities, time. Фактор времени и временности. Usage, experiences and economies. Способы использования, пользовательский опыт, который возникает в этом пространстве, и экономический состав. So for whom, who, where, when, what and how. Да, для кого, кто будет делать, когда, что именно и как.